А это видео. Рабочие будни. Ладно. Нет, мы именно ложим. Уважаемые, идет второй день укладки кириллита на камин. Вот что получилось. Сделано все прилегания, все фасочки. Вот он какой интересный получился. На пол также здесь уложен кириллит. И пойдет по стенам еще. То есть вот это вот все место, где клеем замазано, выровнено основание. Будет укладываться кириллит. Вот такая вот красота получается. Блестит, глянцевый. Фасочки везде зарезаны под 45 угол. Снизу также уложен. То есть вот так вот. Так, сделали мы один камин вот в том доме. Он там далеко за лесами. Есть еще один. Правда, дом не очень утеплен. Нам тут придется работать в курточках, скорее всего. И, конечно же, сделано все как курица лапой. Размер нам нужен 120 по ширине. Это лист идет стандартный кириллита, керамогранита. Каркас для него сделан на 121. Нам нужно растянуть его еще на пару сантиметров. В итоге получается, снимаем обе боковины с этой стороны и с этой стороны. И заужаем его на ту ширину, которую нам нужно. Вот таким вот образом мы заужаем этот не очень качественный короб на камин. Сняли боковины, срезали профиль, накрутили новый профиль 30-й. Вот. Заузили на 2 сантиметра. Прошел еще один день укладки этого камина. Что мы получили в итоге? Сделали подготовку, естественно, об этом уже было записано. Подняли уровень пола.
так как он будет подниматься здесь вот до такого уровня, ну плюс еще кирлит, плюс еще 1 сантиметр сверху вот от этого блока. Мы сразу же подготовочку сделали вчера. Растворчик еще не до конца высох. Потому что здесь отопления нет в этом доме. Оно есть, конечно, здесь плюсовая температура, но не 15-20 градусов, как в обычной квартире. И вот такая вот беспонтовая партия кирлита попалась нам на эти два камина. Почему беспонтовая? Да потому что, смотрите, что мы делаем. Она вся бугром. Плитка 1,20 м на 2,50 м. Ее режешь, вот мы отрезали тут 1,35 м на 1,20 м по ширине. Вот она бугром посередине и все. Вот фиг его знает, что делать. Вот пришлось вот такие вот опоры делать. Из каких-то досок, чтобы выровнять вот эту вот плоскость. Хлоп, магия, я уже переоделся. Хочу еще отметить, что вот этот вот кирлит, он изначально его привезли и разгрузили на вот эту террасу. Он лежал на морозе. Перед тем, как с ним работать, нужно, естественно, занести в тепло, и чтобы он отогрелся. То есть вот мы его занесли, эти листы, поставили аккуратненько на пенопласт. Также его приложили к стене тоже на пенопластик, чтобы ничего нигде не скололось, все было идеально хорошо. Ну а теперь, уважаемый, мастер-класс по резу кирлита. Вдоль вот по такой вот линейке. Вот таким вот стеклорезом. Берем рулетку и отмечаем размер нужный нам. Кирлит глянцевый, ни хрена не видать. Берем маркер сначала. Рука-помогатор. Пододвигаем, выставляем вторую метку, выставляем. Контрольно вдруг сдвинулось. Ничего не сдвинулось. Средней присоски. Раз, два. Затем тут есть такая пружинка, стеклорез как бы опускается, когда на него надавливаешь. И также обратно отводит его. Прорезаем где-то сантиметров 5-7 в одну сторону на начало реза и до конца в другую. Все. Присоски убираем. Линейку в сторону. Вот так. Есть такая специальная штука, штапик называется, завершайка угловая по дереву. Вот она хорошо подходит для этих дел. И вот так вот берем. Вуаля. Отодвинь. И все, стеклорезом отрезали керамогранит. Да? 6-миллиметровый керамогранит отрезали обычным стеклорезом. Неплохо. Точно так же из этого крупноформатного керамогранита можно сделать и более маленькие вещи, такие как, например, нарды, тоже с пасками, вальцовкой. Все различные фасады какой-либо мебели, столешницы.